Сегодня мы рассмотрим игру на Тинкере от одного из наших подписчиков. Она очень показательна в плане реализации преимущества, полученного в начале мидгейма, взаимодействия с командой и грамотного использования потенциала своего героя. В данном ролике мы сосредоточимся на ошибках игрока и на том, что конкретно он может делать лучше в рассмотренном случае. Безусловно, без ошибок тиммейтов не обошлось, их было уж точно не меньше, но прицел в данном случае именно на Тинкере и на действиях конкретного игрока. Средний ММР игры 4000. Начнем мы все-таки с лайнинга. Он довольно показателен с точки зрения выбора прокачки в начале. До 4-й минуты довольно уверенный лайнинг от игрока. Он перекаешивает инвокера. Хороший контроль рун, слежение за миникартой и, как итог, результативная перетяжка на нижнюю линию. С наступлением первой ночи неплохо иметь вард в миде. Надеяться на тиммейтов, наверное, не приходится, поэтому неплохо было бы самому его себе поставить, чтобы избегать таких моментов, как последует дальше. Игрок поднимается к противнику на хайграунд в попытке его убить, но со спины выходит кунка и расклад сил меняется. Наш герой не умирает, но лишняя информация не помешала бы. Можно было запросто умереть, убить в соло вряд ли. Ночью без варда в миде лучше так не действовать. Тут начинается основная претензия на лайнинге. Выбор раскачки идет в пользу пассивного фарма, однако стиль игры довольно агрессивен. На такой стадии неэффективно использовать ману на реарм машинок, чтобы пустить по пачке 2 волны роботов вместо одной. Можно было просто добить крипов автоатакой. На ровном месте минус половина маны и пустой ботл. Используя такие ресурсы, можно было гораздо более эффективно пофармить лес. Нашему игроку везет найти руну на исходе 7-й минуты, что само по себе редкость, однако затем бессмысленное ожидание на клифе без надежды убить противника. Лазер в 2 и ракетки в 1 даже при наличии ДД не дают возможности убить. Это время можно было бы потратить на стак нейтральных лагерей. На следующей минуте происходит то же самое. Игрок мог отпушить пачку, пойти стакнуть кемпы, зафармить их с тем же регеном, а он остается в миде и в итоге поднимается на ХГ противника и умирает. У него как раз килл-потенциал есть, а боец на Тинкере без какого-либо шанса на фраг стоит в миде. В итоге выигранное начало нивелируется и преимущество переходит к инвокеру. Та же ситуация, что и минуты ранее. Игрок возвращается на линию, заходит к противнику на хайграунд без каких-либо шансов убить и ловит такой же прокаст. Инвокер опережает героя уже на 1000 золота и на 2 уровня, хотя 2 минуты назад Тинкер был впереди. Была выбрана жадная прокачка через марши. На про-сцене обычно берут лазер в 3 и ракетки в 2, и только потом качают марши. Но это связано с более активной лайнинг-стадией. А тут пап, на тиммейтов надеяться не приходится, и хочется быстрее выйти в травела через фарм леса. Решение понятно, но в итоге игрок сам делает выбор в пользу более агрессивного стояния на линии. На миде в данной игре Тинкеру никто не мешал. Он мог выйти в травела сильно раньше и начать уже фармить всю карту через марши. Не всем такая роскошь доступна. Если хочется играть более агрессивно и оказывать давление на противника, стоит брать нюки в начале, выфармливая травела на линии. Но не при выбранной раскачке. Играть через марши подразумевает постоянный пуш линии, стак и дальнейший фарм лесных лагерей через реарм. К тому же тут еще упал реген, и можно было бы в идеале 2 двойных кемпа убить. Тут немного предпочтительная сторона Дайр, потому что оффлейновый шрайн ближе, а там можно одновременно стакнуть 2 кемпа. За Radiant ближе собственный лес, но стакнуть 2 лагеря невозможно, поэтому пришлось бы за один заход стакать по 1 кемпу. Они оба умирают меньше, чем за минуту, секунд за 30, и можно спокойно успеть их зафармить после убийства крипов на запущенной в свою сторону линии и до появления новых нейтралов на следующей минуте, которых также можно зафармить. С этого поднимается почти 1000 золота без каких-либо рисков и максимально используется преимущество раскачки через марши. Теперь о стадии после лайнинга. На помощь придет Джакира, с которым Тинкер сможет подпушить тавер и даже забрать инвокера. Но опять останется на линии без причины, нет ресурсов, и в результате чуть не умрет от саппортов противника. Был бы у Кунки готов корабль, он бы умер.
Хотя бы по этому моменту можно понять, что у игрока очень агрессивный стиль. Гораздо эффективнее и логичнее в такой ситуации было бы уйти на Шрайн, отхилиться на нем и пофармить лес, чем разменяться во вражеского саппорта и в третий раз умереть от инвокера. Дальше нужно отдать игроку должное. После появления траволов он начинает очень круто участвовать в драках на карте. ВР-ка выиграла свой лайн и ваша команда ведет, и игрок это отлично понимает, прилетая драться с противником. Сравнительно быстро появляется Блинк, и Тинкер становится очень силен, опережая всех на карте по левелу и практически замаксив нюки. В принципе, останавливаться на том, как конкретно игрок действует по карте в первой половине мидгейма, нет особо смысла. Игрок создает серьезное давление на противника, особо не подставляясь, и следует несколько удачных моментов в его исполнении. Тут игрок оформляет Beyond Godlike, и казалось бы все отлично, но плохо, что другие два кора умирают по одному на линиях, когда Radiant намного сильнее и могут собраться вместе и запушить. Из-за этого игра может затянуться, чего допускать нежелательно. С таким Тинкером нельзя действовать разрозненно, когда противник команде не может ничего противопоставить, в первую очередь за счет фарма и игры нашего Тинкера. Наверное, такое нужно форсить самому. Как самому сильному игроку в своей команде, в такой ситуации нужно гнать вперед Тиму. Все-таки в плане физ ДПСа пик противника будет сильнее, и лучше не давать им шансов по игре. Инвокер в нем тоже весьма неплох. В плане выбора артефактов, Дагон прикольный для пикофов, но Аганим был бы предпочтительнее при пуше. Подойти к команде с Тинкером с таким ранним скипетром практически невозможно. На этой стадии нужно фокусироваться не на убийстве противников, а на выигрывании игры за счет давления на территорию врага, уменьшая области его фарма. Впрочем, пока все еще под контролем и переживать не о чем. Хочется отметить вардинг от игрока, он не стесняется покупать апсы и сентри и эффективно их использовать. Видно стремление к победе. Очередной удачный файт для Тинкера и компании. Стрик продолжает расти. Наконец-то удается снести одну из тир-2 вышек, а преимущество команды растет. Вот тут и происходит начало конца. Хорошо видно стремление просто убивать, а не методично выигрывать. Из-за этого мува в адрес ТБ, который в принципе не мог закончиться успехом, умрут трое тиммейтов, пушащих мид. А ведь они шли вместе с Тинкером забирать вышку, рассчитывая на него. Такие моменты очень минус моралят и заставляют уйти в соло-фарм, перестать играть в команде. Их нужно избегать. В итоге будет потерян Godlike, и игра пойдет под откос. Особенно после этого эпизода, когда тиммейты начнут драку без Тинкера, умрут, а потом и он с ними. Все преимущество будет разбазарено. Контроль над игрой будет потерян, уже не получится действовать настолько безнаказанно, как раньше, и нашего героя будет уже намного легче поймать, когда не так давно к нему было не подобраться. В принципе, на этом игра не закончится, и удастся вернуть преимущество к 50-й минуте, но когда уже у противника будут мега-крипы. Но это не приведет к камбэку. Шанс выиграть легко и безболезненно был потерян, и в итоге игра будет закономерно проиграна. В этом основная проблема данной игры. Несмотря на очень уверенное начало мидгейма, преимущество было потеряно. Можно было сделать все лучше и быстро закончить, объединив силы с тиммейтами. Все же Dota — это командная игра, и об этом нельзя забывать. Хоть и Тинкер такой герой, на котором кажется возможно все. Упомянутый билд с Аганимом и Линзой не только более эффективен при пуше, но и в случае осады на хайграунд гораздо лучше способен сдерживать атаки противника, особенно таких героев как Terrorblade. Претензий к тому, как игрок юзает спылы и к его микро вообще нет. Видно, что он много тренировался и хорошо знает своего героя. Но в доте не менее важно макро и понимание того, что нужно делать в определенной ситуации с существующим перевесом или отставанием, и над этим нужно поработать. Советую посмотреть наш ролик по макроигре на Тинкере в похожем раскладе от Никса из Эспады в рамках квал на Куала-Лумпурский мажор. Он там наглядно показывает, что требуется от Тинкера при таком разгромном начале мидгейма. Понятное дело, что с ним было 4 верных тиммейта, делающих все правильно. Однако в рассмотренном случае налицо необходимость подтянуть этот элемент игры. Если игрок научится реализовывать преимущество, которое получается достичь за счет отличного использования скиллов, знания героя и хорошего микро, то ап ММРа не заставит себя ждать. С его руками можно без проблем играть на 5К и выше. Осталось для себя понять, как нужно использовать сильные стороны героя и равняться на лучших. КДА и стрики — это далеко не все, и для победы необходимо несколько другое. Какие выводы можно сделать из анализа игры данного Тинкера?
выбирать раскачку персонажа согласно своему стилю, конкретной ситуации на лайнинге и действовать, используя ее сильные стороны. На Тинкере имеют право на существование разные раскачки, но делая выбор в пользу одной из них, нужно понимать ее сильные стороны и использовать их. Выбранная раскачка не соответствовала стилю игры данного Тинкера, из-за чего старт был довольно медленный, хотя он мог быть значительно быстрее. Полученное преимущество в мидгейме от убийств использовать не для увеличения килл-потенциала персонажа, а для целей команды. Необходимо думать о том, на что способен ваш пик в такой ситуации в игре против пика противника, и делать соответствующий выбор в пользу плейстайла и айтемизации. Действовать сообща с командой и реализовывать существующий перевес вместе, полагаясь друг на друга. Какими бы бестолковыми ни казались тиммейты, в одиночку игры выигрывать невозможно. Необходим общий вектор действий и желание добиться общей цели. Бесцельные драки, какие произошли в рассмотренной игре, и ведут к поражению. Гораздо проще наказать команду, которая не знает, что делает, чем ей в таком стиле переиграть противника.